Иметь байдарку и ходить в водные маршруты было моей давней мечтой. Но только осенью 2021 года, на излете моего 66-летия, появилась возможность осуществить давнюю задумку, давнюю мечту. Пешеходные и веломаршруты пусть подождут. Словно участник события, описанных в книге Фенемора Купера, я решаюсь пройтись на байдарке вдоль берега Волгоградского водохранилища к северу от Камышинского района. Вместо индейского каноэ меня понесет по Волге надувная двухместная лодка «Хатанга». Водитель легкового автомобиля пошел мне навстречу и доставил ранним утром 2 ноября прямо на пляж Великой Русской реки рядом с селом Щербаковка. Пасмурно. Свежий ветерок с запада несет холод, волнение. Видя мою растерянность и даже страх, водитель подвозившего меня автомобиля подбодрил. «Я рыбак», — сказал он мне. «Волна есть, конечно, но ты от берега далеко не отъезжай, если в случае чего доплыть, чтоб тебе». Вот так вот. Перспектива, оказывается, была с самого начала искупаться. Так как опыта по подготовке байдарки у меня почти 0, я провозился, собирая ее на берегу где-то 1,5 часа. Грузовая тележка, палатка, 2 спальника, 2 коврика, топорик, ботинки, сгущенное молоко, банка сгущенки, 300 граммов колбасы, 5 пачек анакома, пакет сухарей, 1,5 с водой, газовый баллончик с горелкой, теплые носки, другая мелочевка легко разместились в трюме надувного судна. Впереди меня ожидало Волгоградское водохранилище, которое можно назвать морем, шириной в 10 километров, и неизвестность. До Столбичей, первой остановки возле отвесных 100-метровых скал Апоки, колоннами нависающих над водой, дошел без проблем. Хотя было непривычно двигаться по воде за счет весла из алюминия и пластика. Ветер постепенно усиливался. Боковая волна около 2 часов не позволяла причалить к берегу без риска попадания воды в лодку. Грузовые лючки и пустовавшее место для 2-го человека были закрыты, но вода по чуть-чуть все же попадала на меня через отверстие в корпусе, где я сидел. От воды должен защищать был специальный фартук. Но из-за тугой резинки я его, как ни старался, закрепить на лодке не смог. К тому моменту, когда я нашел удобную, безопасную, тихую, крохотную бухточку, 2 куртки, свитер, термобелье левого бока и 5 точки промокли. Костер показал, кто в доме хозяин, так что отчаливал я в сухой одежде. На этой остановке среди ивняка я, к своему удивлению, увидел нетронутые морозцем дыни. Как меня обрадовала эта крохотная ничейная бахча. 1 дыню я съел сразу, 2 другие взял в лодку, и запас питания у меня увеличился, и лодка стала идти устойчивее. Последний отрезок пути до ночевки мне пришлось поволноваться. Во-первых, усилился ветер,
Во-вторых, до залива возле села с интересным названием Будковка не было тихоместа для причаливания. И именно в это время волнение подсказало тактику движения без бокового захлеста водой. Вначале идти носом на волны, удаляясь от берега метров на 100, затем делать резкий поворот и уже в попутном с волнами направлениями мчаться к берегу. Лишь в темноте, когда валы волн превратились в черные ленты, похожие на змеи, не позволяющие уже ни идти вперед, ни пристать к берегу, я смог зайти в долгожданный заливчик. Отталкиваясь от качающихся, гремящих цепями и бортами рыбацких лодок, я наконец-то ступил на берег. 14 часов. Едва ветер немного стих, я вновь повел свою байдарку, используя уже испытанную тактику зигзага. Но дойти до птичьего села Галки мне так и не удалось. Измотанный волнами, ветром, в 6 часу вечера, прикрывшись щетинкой камыша, я решил причалить. Хотя за камышом волна была чуток потиже, все же у нее хватило силы в момент причаливания искупать немолодого индейца. Мне повезло, я упал спиной в воду и не замочил камеру, телефон, документы. Вымокли спина и одежда по пояс. С местом стоянки мне повезло невероятно. В 8 шагах от ухающих волн завалом щебня почти 3-метровой высоты оказалась тихая площадка с обилием сухих дров. Высохла одежда, сапоги на импровизированных сушилках из веток. Полностью только к 10 вечера. Съев дыню, эфиопку, в одного. Я лег спать. На этот раз мое спальное место походило на хижину. Поскольку дождик нет-нет, да и забегал на стоянку, над спальным местом на бревнышках я закрепил вверх дном байдарку. Ночь прошла спокойно. Ни кабаны, ни дождь не тревожили мой сон. Утро следующего дня было ветреным, пасмурным. Пена на гребнях волн не сулила ничего хорошего. Я ждал 2 часа и разобрал байдарку, сложил ее в чехол, собрал рюкзак и вдоль берега, а это где-то 1,5 километра до залива возле Галок, я донес свой походный скарб. Когда переплывал залив, вышло солнышко, ветер стих. Эх, вот бы такую погоду во время путешествия. Но и это погодное окошко было недолгим. Во время подготовки лодки для размещения в автомобильном багажнике ветер опять погнал по водохранилищу волны. Как бы там ни было, но я был Волге благодарен. Я не поплыл дальше. Я только мысленно и вслух говорил Волге: спасибо, спасибо, спасибо.